Здравствуйте! Роскосмос ТВ подводит информационные итоги рабочей недели. Представляем «Большой космос». Это программа о самых интересных людях и событиях отечественной и мировой космонавтики. Поехали! Первый в этом году выход в открытый космос Антона Шкаплерова и Петра Дуброва успешно завершился. Российские космонавты отработали, как всегда, а значит, на высоком профессиональном уровне. Для Антона Шкаплерова этот выход в открытый космос третий по счету. А вот Петр Дубров работал в открытом космосе в 4-й раз, причем в рамках одной экспедиции. Самые интересные моменты внекорабельной деятельности российских космонавтов прямо сейчас в большом космосе. Давайте смотреть. Таковал, убрал, да? Да. Следующий шаг. Отстыковываю борт-колодку. Остановится счетчик. Так, колодчик. Ой, ну хорошо теперь, да. Есть разъемы состыкованы. Так, давай сейчас. Принято. У меня телефон, так. Успел выходить на второй. Хорошо. Как меня видно? Вот в плоскости третьего, грубо говоря. В плоскости третьего, грубо говоря. Бегу земли как. Куда земля бежит туда. Да. Принято. Я с большим удовольствием поздравляю вас, Антон и Петр, с очередной боевой победой, потому что это по-другому назвать нельзя. И считаю, что вы молодцы, и другие планы, которые у вас встретятся, вы также хорошо сделаете. Так, первую колодку отсоединил к своему месту, закрываю. Стикер, клапан закрыт. Принято. Работы по подготовке ракеты-носителя «Союз-2-1А» для запуска грузового корабля «Прогресс-МС-19» начались на Байконуре. После выгрузки блоков в монтажно-испытательном комплексе и внешнего осмотра предстоит стыковка отсеков 1А и 2А центрального блока, а также проверка герметичности двигательных установок блоков ракеты-носителя. Технологические операции выполняют специалисты Космического центра «Южный» и ракетно-космического центра «Прогресс». Пуск ракеты-носителя «Союз-2-1А» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс-МС-19» запланирован на февраль. Новая партия космических аппаратов OneWeb в рамках миссии номер 34 доставлена в Гвианский космический центр. Пуск ракеты-носителя «Союз-СТБ» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками запланирован на 10 февраля текущего года. Напомню, низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения высокоскоростным интернетом. Программу запусков этих спутников со стороны Роскосмоса курирует компания «Главкосмос». В последние дни минувшего года генеральный директор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов рассказал нашему коллеге Владу Миронову об итогах 2021 и планах на 2022. Это Роскосмос ТВ, и в нашей студии генеральный директор компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов. Дмитрий, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Первый вопрос. 2021 год был богат на разнообразные события в отрасли. Какие, по вашей оценке, стали ключевыми для «Главкосмоса»? Добрый день, Влад. Действительно, всегда приятно быть в вашей студии. Что касается «Главкосмоса», год был действительно очень насыщенный, как в плане международных событий, так и в выполнении наших контрактных обязательств. Можем выделить какой-то топ-3 самых ключевых событий?
для Да, вас? давайте попробуем. Из международных событий это, наверное, была в Питере конференция ГЛЭКС по исследованию космического пространства. Она состоялась в июне, и Главкосмос там выступал соорганизатором этого мероприятия. Было масса полезных встреч. В целом мероприятие удалось, привлекло большое внимание на международном уровне в том числе. За ним шло уже такое более глобальное событие. Это Международный астронавтический конгресс, который состоялся в Дубае, в Эмиратах, в октябре этого года. Там мы также презентовали наши возможности в части развития пилотируемой космонавтики и космического туризма. Но если вот в тройку точно совершенно еще войдет, наверное, проект «Вызов». Это научно-образовательный проект, где Главкосмос выступал постановщиком целевой работы на борту российского сегмента МКС. Также мы обеспечили за наш счет, собственно, были произведены индивидуальное оборудование для космонавтов, отбор, медицинский отбор, подготовка их. И, собственно говоря, мы рассчитываем, что проект, он еще не закончился, он продолжаться будет весь следующий год. Привлечет к себе большое внимание и любителей космонавтики, и профессионального сообщества. Также важнейшее событие для нас — это, в принципе, продолжающаяся кампания по запускам аппаратов OneWeb. Очень интенсивная была пусковая кампания в этом году, она продолжится и в следующем году. И наше взаимодействие с европейскими партнерами Arianespace, поставщик пусковых услуг, в плане запусков из Гвианского космического центра. Он, кстати, в октябре отметил десятилетие с момента запуска первого ракет-носителя «Союз». Так что вот такой был год, достаточно насыщенный. Но я уже не говорю, вот вы сидите в красивом мерче. Да. Да, для нас это также одно из новых направлений. Мы получили статус оператора, официального оператора торговых знаков Роскосмоса. И это позволило нам более активно развивать это направление. Мы расширяем ассортимент нашей продукции. В этом году были коллаборации, так называемые взаимодействия и с известными и российскими, и иностранными марками. Так что для нас это также очень интересное направление, помимо вот того, что я уже перечислил. Топ-3 не получилось выделить, я понимаю, на самом деле, потому что действительно у Главкосмоса множество интересных событий в этом году произошло. А международный рынок космических услуг в этом году действительно набирает обороты. По вашей оценке, опять же, как вы оцениваете динамику активности отечественных ракетно-космической отрасли в уходящем году? А с точки зрения количества запусков, действительно, вы правы абсолютно. В этом году он, наверное, будет рекордным вообще по количеству совершившихся запусков ракет-носителей за много лет, если в глобальном контексте говорить. С точки зрения отечественной космической отрасли, наверное, это больше Роскосмосу лучше оценивать, как состоялась отрасль в этом году, какие успехи были. Со своей стороны могу сказать, что, безусловно, есть чем гордиться. Здесь это в плане пилотируемой, прежде всего, космонавтики. Россия возвращается на рынок на рынок космического туризма. 2 японца улетели в этом году, благополучно вернулись. Вернулись, да. Вернулись, что самое главное. Безусловно, это стыковка, запуск и стыковка 2 новых модулей к МКС. То есть удается повысить интерес к пилотируемой космонавтике, космонавтике в целом. Для Главкосмоса же, опять же, мы выполнили все свои планы и даже их перевыполнили, за что я очень признателен профессиональному коллективу нашей команды Главкосмоса. Перед Новым годом принято не только подводить итоги, но и разговаривать о перспективах и планах. И, собственно, не могу не задать этот вопрос. Какие перспективы открываются перед Главкосмосом в уже следующем 2022 году? Влад, мы с оптимизмом смотрим в следующий год. Безусловно, мы продолжим выполнение наших контрактных обязательств. Прежде всего, это с Индией, с Китаем. Продолжим продвигать коммерческие космические полеты, сопровождать тот материально-технический задел, который сейчас создается РКК «Энергия» и РКЦ «Прогресс». Это транспортный пилотируемый корабль «Союз» МС и ракета-носитель «Союз-2.1А». В то же время будем, естественно, продолжать совместно с Arianespace, с нашими партнерами российской кооперации, пусковые компании. Для OneWeb это до 6 запусков космических аппаратов связных OneWeb с российских космодромов в следующем году. Из Гвианского космического центра до 4 запусков, соответственно, ракет-носителей «Союз». Это зависит от возможностей наших партнеров, от готовности космических аппаратов и так далее. Одним из ключевых направлений нашей работы является запуск попутных полезных нагрузок, то есть поиск клиентов, заказчиков.
и запуски их на федеральных носителях, то есть с использованием ракет-носителей «Союз» и разгонового блока «Фрегат». Мы даже запустили вот буквально там пару недель назад на нашем сайте специальный раздел, где описаны наши возможности наших предприятий по запускам таких маленьких космических аппаратов, piggybacks, как их называют, да, на английском. И как? Много заявок? Заявки есть. Мы уже разместили пусковой манифест на нашем сайте на 22-23 год. То есть это те федеральные миссии, на которые можно разместить на коммерческой основе, поскольку мы акционерное общество, мы должны зарабатывать и приносить всю прибыль в качестве дивидендного потока в Роскосмос. Такой пусковой манифест там есть, он на английском, на русском языках, с ним можно ознакомиться. Ну и, безусловно, мы постараемся радовать наших посетителей нашего интернет-сайта новым ассортиментом продукции, еще более лучшим, как принято говорить, да, вот, и привлекательным, сделано в России. Мы стремимся к тому, чтобы качество было на высоте. Такие планы, надеюсь, оправдать ваши ожидания. Очень крутой календарь у вас, кстати, на 2022 год вышел. Спасибо большое. Мы стараемся держать планку. Спасибо. Это был Дмитрий Лоскутов, генеральный директор компании «Главкосмос», Роскосмос ТВ. Мы продолжаем. Центр Хруничева планирует завершить изготовление протонов в 2022 году. Как уточняет официальный сайт Роскосмоса, в рамках планируемой программы пусков ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М» осталось изготовить 4 ракеты. Сейчас на хранении находится 10 ракет-носителей «Протон-М». На смену «Протону» приходит ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». Она успешно стартовала в 2014, 2020 и 2021 в рамках летно-конструкторских испытаний. Ну а заместитель генерального директора Центра Хруничева Роман Хохлов специально для Роскосмос ТВ рассказал об итогах года минувшего и поделился планами на год наступивший. Впервые за современную историю Центр Хруничева закончил год без долговых обязательств по выпуску ракетно-космической техники. То есть мы до конца года закрыли все действующие контракты с госкорпорацией «Роскосмос» на поставку товарной продукции. Это касается не только московской площадки, но и всех производственных площадок Центра Хруничева. И КБ «Арматура», КБ «Химаш», Усть-Катавский вагоностроительный завод, те договора, которые были на доисполнении. Ну и, естественно, производственное объединение «Полет». Кроме этого, из, наверное, самых значимых событий этого года, я бы, наверное, назвал достройку, полный цикл испытаний и успешный запуск многоцелевого лабораторного модуля совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия». Ну и вообще, в принципе, по всем пусковым программам, которым мы были ответственны, мы их выполнили с достойным качеством, в достойные сроки. Все те замечания, которые, ну, естественно, как на любой сложной технике возникали, мы преодолели и целевую задачу выполняли. Кроме этого, я, наверное, еще отметил бы ЛИП «Байконур», наш филиал, который обеспечил стопроцентную готовность к началу всех видов работ по следующей значимой программе 2022 года, это «Экзомарс-2020». То есть на ракетно-космическом заводе хранятся все средства выведения. На техническом комплексе совместно с коллегами НПО имени Лавочкина проведены все подготовительные работы к встрече аппарата и начало работы с ним. Это очень значимая программа. Начнется она весной и закончится в астрономическом пусковом окне в сентябре. Производственный полет коллегам в крайне непростых условиях, в которых они находятся, а это продолжающаяся крупномасштабная реконструкция техническое перевооружение, смогли не только остановиться, но и нарастить темпы производства тех заказов, которые есть. Вот, это в первую очередь все семейство ракет «Ангара». По тяжелой «Ангаре» это первая и вторая ступень, ракетные блоки, и полный цикл по легкой «Ангаре». Помимо этого, они блестяще выполнили свои обязательства перед другими заказчиками. То есть надо отметить, что они смогли войти в свое время, в том числе и в тему боевой ракетной техники.
и достойно, даже с опережением сроков, на 3 месяца выполнили свои обязательства, отгрузили товарную продукцию. В следующем году мы должны довести до высочайшей степени готовности следующую тему, в которой уже сегодня находимся. Это Окар-Амур, это ангара для космодрома «Восточный». Сегодня у нас уже на Омской площадке, так же как и на Московской площадке, уже сварены корпуса баков под заправочный макет, который мы будем аттестовывать, стартовый комплекс на космодроме «Восточный», и первое летное изделие. То есть знаковым для 2022 года вот тот задел, который мы создали в 2021, превратить уже в высокую степень готовности вот тех изделий, которые будем отгружать именно в интересах космодрома «Восточный». Я считаю, это крайне знаковым событием. Второе, наверное, по значимости события – это успешное проведение всех видов работ и успешная миссия по «Экзомарс-2020». Мы очень долго ждали этой программы, мы готовились, нам в том числе пришлось получить ряд лицензий, которыми мы раньше не обладали, для работы с теми источниками энергии, которые применены на этом аппарате. Успешно в Росатоме прошли все виды аттестации и подготовили все необходимый персонал, площади, мощности для выполнения этих работ. То есть мы приобрели новую компетенцию, по сути, по обращению с ядерными источниками энергии. Производственное ведение полета, которое я уже только что говорил, и повторюсь, это огромный, очень серьезнейший проект под контролем практически первых лиц государства. Вот, там очень серьезное федеральное финансирование, и задача по развитию производства, она как ставилась на этапе старта этого проекта и, безусловно, должна быть выполнена. То есть к концу 2023 года мы должны иметь на Омской площадке современный, полностью оснащенный оборудованием, технологией и всем, чем необходимо, персоналом, всем, значит, завод, который в состоянии выпускать изделия всей линейки ангары ровно в тех объемах, которые требуют оба государственных заказчика, как Министерство обороны, так и госкорпорация «Роскосмос». На Московской площадке также у нас идет ряд проектов. Часть из них мы собственными силами реализуем. Есть проекты, которые при поддержке государства осуществляются. Они нацелены также на модернизацию производства, значит, и обеспечение его размещения в тех границах, которые мы будем в состоянии содержать. По сути, также создается новый завод, новое предприятие с новым оборудованием современным. Построено по современным принципам, максимально компактное, с максимальным съемом, как модно говорить, продукции с квадратного метра площади. К 2024 году мы все эти мероприятия должны завершить. Мы разбили все это техническое перевооружение, реконструкцию по годам. Много сделали в этом году. Мы подготовили, значит, переезд складов в новые здания, которые построили собственными силами с минимальным привлечением внешних подрядчиков. Компактизируем, то есть полностью складское хозяйство, заготовительное производство. Значит, в этом цехе мы уже сегодня начали подготовку к постановке на производство вот на этих площадях, в том числе и третьей ступени ракеты «Ангара», значит, переводу сюда же изготовления разгонных блоков БРИЗ-М, потребность которых есть сегодня и планируется еще на довольно длительный период далее. И также, как я сказал, к 2024 году мы должны все это закончить. Все остальные наши филиалы, КБ «Арматура», они все свои инвестиционные проекты и развитие производства находятся у них на завершающей стадии. Это абсолютно самодостаточное предприятие, которое обеспечивает себя не только наличием заказов, но и как бы приемлемые, точнее в достойные сроки обеспечивает их реализацию. Надо просто не снижать темпы, которые мы набрали за 2020-2021 год, вот, и достойно выполнять все те контракты, которые сегодня имеем. Монолитные конструкции строящегося Национального космического центра уже выросли на высоту 7 этажей. Весь комплекс зданий соединяет сквозная галерея. В будущем, когда видимые черты обретет внутренняя отделка здания, здесь будет выстроена своеобразная ось времени. Это настоящий музей истории отечественного освоения космоса. Общая площадь возводимого НКЦ 250 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся центральный офис госкорпорации и ситуационный центр Роскосмоса, а также ряд ключевых организаций ракетной и космической промышленности. В этом месте, вот на этой территории, мы рассчитываем
собрать действительно в кулак потенциал самых разных наших предприятий для трансфера технологий, для того, чтобы они работали действительно на достойных рабочих местах, чтобы люди полностью могли себя отдавать работе, и чтобы мы в результате получили не только уникальный такой микрорайон, но еще и получили колоссальную отдачу в целом для страны, для ее престижа, для освоения дальнего и ближнего космоса. Проект НКЦ предусматривает комплексное развитие Московского ракетного завода. В планах развернуть производство перспективных разгонных блоков и ступеней для супертяжелой «Ангары А-5В» и будущей ракеты сверхтяжелого класса «Енисей». На этой же площадке аккумулируют мощности конструкторского бюро «Салют» Космического научного центра. Центр Хруничева в Национальном космическом центре будет занимать примерно 50 тысяч квадратных метров. При дальнейшем развитии высвобождающей территории предприятия, но я могу только полагать и говорить о тех планах, которые есть. То есть это строительство новых предприятий, создание новых, и в том числе и предприятий, которые будут работать в интересах ракетно-космической отрасли. Сюда же привлекаются инвесторы, которые работают непосредственно с городом, которые непосредственно работают с госкорпорацией. Поэтому, кажется, будем надеяться, что наши планы, наши, надежды, кажется, они все-таки сбудутся. В состав Национального космического центра также войдут современный образовательный комплекс, молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, выставочные центры, центр диверсификации производства. Всего здесь будут работать 20 тысяч инженеров-конструкторов, в том числе 8 тысяч сотрудников центра Хруничева. Непосредственный контакт молодых специалистов, студентов технических вузов с инженерами, конструкторами уже действующих КБ, а также их возможная работа на опытном производстве создаст уникальный совершенно синергетический эффект для выращивания нового поколения ракетно-космической отрасли России. Мы вместе с вами, по сути дела, возрождаем эту территорию для того, чтобы ядро, интеллектуальное ядро Роскосмоса получило новую жизнь, новые задачи, могла реализовывать их на самом современном уровне. Как вы знаете, вот на этой территории, которая давно уже не используется Роскосмосом и центром Хруничева, создается технопарк, который будет иметь все преимущества, которые зафиксированы в законодательстве города Москвы, поэтому уже есть заявки. Даже особая экономическая зона. Даже особая экономическая зона. Поэтому фактически уже есть заявки от тех предприятий, которые так или иначе инженерным, технологическим образом связаны с ракетно-космической отраслью, и они, конечно, здесь получат для себя возможность уникального развития. И вот те неудобства, которые стройка всегда обычно создает в жилых районах, они окупятся столицей, потому что такой центр, он вообще преобразит в целом филии. Вы смотрите «Большой космос», и это 50-й выпуск программы, над которой работает команда настоящих профессионалов. Своего рода юбилей. Надо сказать, что большинство коллег, создающих программы «Роскосмос ТВ», трудятся за кадром. Сегодня, мне кажется, прекрасный повод рассказать о них. И слово Анне Шенцевой. Вы привыкли нас видеть в крутой студии под цветом софитов, при полном параде, без пылинок на пиджаке. Но вот как выглядит закулисье этой красивой картинки, не все толком понимают. Поэтому сейчас я вам расскажу и покажу, что происходит у нас за кадром и как работает телестудия, пока никто не видит. Пойдем. Так, ну это у нас святая святых, наша гримерная, где благодаря золотым рукам нашего стилиста Анастасии мешки под глазами улетучиваются, а волосы укладываются в идеальную прическу. Подготовка ведущей в кадр может занимать до 2 часов. Мужчинам в этом плане намного проще, максимум полчаса, и ты готов уже выходить на большие экраны. Кстати говоря, про большие экраны, давайте кое-что вам покажу. Это
аппаратно-студийный блок, если по-умному, ну или просто аппаратно. Именно здесь происходит магия прямых эфиров и съемок программ. И прямо сейчас режиссер управляет трансляцией выхода космонавтов в открытый космос. Очень важно вовремя переключать камеры, нажимать на все вот эти многочисленные кнопочки, потому что все происходит в прямом эфире. Ладно, я, пожалуй, пойду, а то меня сейчас отсюда выгонят. А вот как выглядит процесс в самой студии. Сейчас в эфире идет большой космос. Здесь только ведущие, операторы и гафер, специалист по свету. Ну и я в качестве исключения. Работа идет на 4 камеры. Одна из них летающая, смотрите. Главный оператор контролирует кадр на мониторе и быстро дает команду подчиненным, чтобы исправить картинку. Кстати, ведущие с режиссером и операторами тоже на связи. В одном ухе у них специальный наушник. Поэтому, если вы задумывались, как ведущие успевают синхронно переключаться на камеры, я вам раскрыла секрет. Кстати, в студии вы видели не всех операторов, которые работают с нами. Во время прямых трансляций всегда отправляется съемочная группа в ЦУП – Центр управления полетами. Как и сегодня. Выездные съемки еще и с прямым включением довольно-таки требовательны. Операторам часто приходится изощряться ради красивого кадра и света, а корреспондентам нужно успеть собрать нужную информацию до выхода в прямой эфир и уложиться в пару минут своего включения. Мы приветствуем вас из подмосковного Королева. Это Центр управления полетами. Ну а вообще корреспонденты пишут свои шедевры для репортажей тут, в Open Space. Влад, привет! 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 Над чем работаешь? Я только что получил материал из студии, делаю специальный репортаж о работе ученых в космосе. Не пропустите его в следующем выпуске «Большого космоса». Круто! А еще у нас есть своя выставка астрофотографий. Причем это не распечатки из интернета, а фото моего коллеги Николая Вдовина. Он работает над программой «Космическая среда» и рубрикой «Объекты Вселенной» в большом космосе, а также делает специальные репортажи. Но в свободное время фотографирует галактики и звезды. Свою выставку он пока делать не планирует, но на сайте Астробин можно посмотреть его работы. Ссылку оставим в описании. Когда вы смотрите в телескоп на какие-то галактики, на какие-то туманности, то на самом деле вы глазом, кроме размытых таких полевых структур, которые кажется, что это размытая звезда, ничего не видите. Поэтому я очень быстро перешел в астрофотографию, ведь современная камера, она обладает более чувствительной матрицей, чем наш глаз. И, во-вторых, вы можете накапливать свет несколько суток даже, один и тот же объект фотографируя каждый день. У вас будет очень классное разрешение. Отдел, который любит корреспондентов больше всего, это отдел монтажа. Ведь именно туда мы мчимся с наконец-таки написанным и согласованным сценарием и требованиями срочно смонтировать сюжет до дедлайна. Ну а если серьезно, наши специалисты по монтажу – это очень творческие, терпеливые и крутые профессионалы. Конечно, нечего было бы монтировать и снимать без еще одного важного отдела. Здесь работают редакторы и продюсеры. Найти интересный инфоповод, договориться на интервью, решить все орг-вопросы, чтобы съемочную группу не оставили за порогом – это все к ним. Продюсерам можно звонить почти в любое время суток. Ну а что делать, если ты в командировке и в 5 утра по Москве пытаешься попасть к спикеру на интервью, а у охранника нет твоего имени в списках? Продюсеру приходится разбираться. Телестудия Роскосмоса работает уже 17 лет. Она меняется и развивается вместе с космонавтикой. В планах вести репортажи из открытого космоса, взять первое интервью на Марсе и устроить прямую трансляцию с лунной станции. Ну, не в самых ближайших планах, конечно, но тем не менее. У нас есть несколько проектов в работе совместно с нашими коллегами из госкорпораций, из предприятий отрасли ракетно-космической. Будем надеяться, что мы сможем продвинуться и в этом году уже показать ряд новых продуктов, которые, они действительно интересны. Они действительно по-новому помогут воспринять то, что мы видели или вообще еще никогда не видели. А сейчас в большом космосе обзор от Николая Вдовина «Объекты Вселенной». Колдуэлла 50, NGC 2244 и NGC 2237. Рассеянное скопление внутри туманности «Розетка». Оно расположено в созвездии Единорога. Его возраст всего около 4 миллионов лет.
В этом грандиозном семействе звезд есть несколько супергорячих светил, которые излучают большое количество энергии. Поэтому и видна туманность-розетка, которая подсвечивается этими звездами изнутри. Звездные ветры выдувают вещество из центра туманности, а также разогревают ее до 6000 кельвинов. Давление звездного ветра приводит к образованию глобул из пыли и газа, которые медленно разрушаются под воздействием мощного излучения. И если эти глобулы в молекулярном облаке оставить в одиночестве на достаточно долгое время, в них начнут формироваться звезды и планеты. Но расстояние до этой замечательной туманности от Земли 4500 световых лет. Спасибо, что были с нами. Увидимся, как всегда, в большом космосе.